Всем привет! Сегодня будем вязать такой красивый плетеный квадрат. Узор легкий, состоит из 4 деталей. Начнем вязать первую. Для начала делаем узелок. Затягиваем его покрепче, при этом так, чтобы крючок свободно себя чувствовал в петельке. И далее делаем 40 воздушных петель как можно свободнее. Это очень важно. Если связать слишком туго, то потом вязать будет тяжело. Поэтому смело и свободно делаем 40 воздушных петель. Здесь 40 петель уже готовы. Это лицевая сторона цепочки. А мы дальше будем вязать все по изнаночной стороне. Переворачиваем вязание и видим с изнаночной стороны петельки такими ребристыми кочками стоят. И вот в эти кочки и будем вязать. Все столбики дальше будем делать только в них. Вот отсчитываем от крючка 3-ю петельку. 1-я, 2-я, 3-я петелька. И в эту одинарную петельку делаем столбик с одним накидом. Накид. Вставляем крючок в эту петельку. Захватываем крючком нить. На крючке 3 петли. Еще раз захватываем нить и проводим ее через 2 петли на крючке. И еще раз захватываем нить и проводим через 2 петли на крючке. Первый столбик готов. Делаем следующий. Также делаем накид, вставляем крючок в соседнюю петельку, забираем нить. На крючке будет 3 петли. Еще раз забираем нить, проводим через 2 петельки, забираем нить, проводим через 2 петельки. Снизу вязания остается такая красивая цепочка. А мы продолжаем. Снова накид. Делаем 3-й столбик с накидом. Четвертый столбик. Пятый столбик с накидом. И 6-й столбик с накидом. Вот так они выглядят. Теперь в соседнюю петлю сделаем 4 столбика и все в одну петельку. Накид. Вставляем крючок в петельку, захватываем нить, проводим через 2 петли и еще через 2. И туда же делаем 2-й столбик с накидом в эту же петельку, да. Второй столбик. Туда же делаем 3-й столбик. И туда же делаем 4-й столбик. Вязание придерживаем левой рукой, чтобы сильно не растягивались другие петли следующие. Теперь в соседнюю петельку делаем также 4 столбика с накидом. Накид. Вставляем крючок в соседнюю петельку, достаем нить. Это 1-й столбик. Туда же делаем 2-й столбик.
Туда же делаем третий столбик. И туда же делаем четвертый столбик с накидом. Все хорошо. Теперь сделаем 17 столбиков с накидом. Обратите внимание, что следующая петелька, она немножко затянулась, спряталась. Вот она там маленькая. Ее не пропускаем, поддеваем крючком и в нее же делаем столбик с накидом, как обычно. Первый столбик из 17. Следующий делаем соседнюю петельку. Второй столбик готов. Соседние такие же объемные и свободные петельки, как и раньше. В них уже легко будут делаться столбики. Третий столбик. В соседнюю петельку. Четвертый. Пятый. Шестой. И так делаем 17 столбиков. Здесь 17 столбиков уже сделаны. Вот их легко можно посчитать. И далее снова сделаем 4 столбика в одну петельку. Накид. Вставляем крючок в соседнюю петельку свободную. Делаем первый столбик с накидом. Туда же делаем второй столбик с накидом. Туда же третий столбик. И туда же четвертый столбик. Готово. Дальше в соседнюю петельку делаем опять 4 столбика с накидом. Все в одну. Вот, соседняя петелька немного затянута, но мы ее легко находим. Делаем накид, вставляем крючок. Делаем первый столбик, туда же делаем второй. Туда же делаем третий. И туда же четвертый. Готово. И дальше осталось сделать только 11 столбиков до самого конца. Внимательно смотрим, чтобы не пропустить соседнюю петельку, которая немножко скрылась внутрь. Поддеваем ее крючком. Делаем первый столбик с накидом из 11. В соседнюю петельку делаем второй столбик с накидом.
соседнюю делаем третий столбик с накидом, соседнюю петельку четвертый столбик, пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, и 11. Первая деталька готова. Отрезаем нить, вытаскиваем ее крючком. Аккуратно распрямляем. И вяжем точно такую же детальку второго цвета. У меня она синяя будет. Точно такая получится. Вот, готово. Переходим к оставшимся двум деталям. Делаем узелочек. Все как в первый раз. Сам узелок затягиваем сильно, а петельку оставляем свободной. И делаем 42 воздушные петли, максимально свободно это делаем. Как можете свободно, так и делайте. Потом вязать будет легче. Вот такая длинная цепочка получится. Как и в первых деталях, будем вязать по изнаночной стороне. Цепочку перевернем и в третью петельку сделаем столбик с накидом. Эта деталь тоже будет состоять из столбиков с накидом. Итак, в третью петельку на изнаночной стороне цепочки делаем столбик с накидом. Таких столбиков 6 штук будет. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, и шестой. Следующую петельку сделаем 4 столбика с накидом. Накид. Вставляем крючок в соседнюю петельку. Захватываем нить. Делаем первый столбик. Туда же, в ту же петельку делаем второй. Туда же третий. И туда же четвертый столбик. Далее сделаем 6 столбиков друг за другом. Следующая петелька немного затянулась, мы ее достаем
Делаем в нее первый столбик с накидом, в соседнюю петельку второй столбик с накидом, далее третий, четвертый, пятый, и шестой. Теперь снова сделаем 4 столбика с накидом в одну петельку. Первый столбик, туда же делаем второй столбик, туда же третий, и туда же делаем четвертый столбик. Теперь сделаем 12 столбиков с накидом. Находим соседнюю петельку, которая стала маленькой и затянутой. Делаем столбик. Первый готов. В соседнюю петельку делаем второй столбик с накидом. Далее в соседнюю петельку третий столбик. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. 11 и 12. Следующую петельку, соседнюю, делаем 4 столбика с накидом. Один, туда же второй, туда же третий и туда же четвертый. Готово. Далее делаем 6 столбиков с накидом. Соседняя петелька слегка затянутая будет. Про нее не забываем. Вставляем крючок. Делаем первый столбик. Далее в соседнюю петельку второй столбик. Далее третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Следующую петельку 4 столбика с накидом.
первый столбик с накидом, туда же второй столбик, туда же третий столбик и туда же четвертый столбик. И теперь до самого конца осталось сделать 6 столбиков. Соседнюю петельку, которая слегка затянута слишком, делаем первый столбик из 6. Далее в соседнюю петельку второй столбик. Далее третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Вот и все. Теперь отрежем нить. Вытянем ниточку. Третья деталька готова. Точно таким же способом делаем четвертую деталь. Вот я сделала четвертую деталь. И теперь самое интересное. Будем эти детальки соединять. Для начала свяжем самую первую деталь. Держим лицевой стороной к себе. Крючок я взяла меньшего размера, чем тот, которым вязала. Обычно так легче прятать нити. Соединяем детальку сначала по верхнему краю. Вот соединили. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. И здесь вставляем крючок вязания. Делаем узелочек. Вот узелок сделала на изнаночной стороне. И теперь по изнаночной стороне этот хвостик нити можно спрятать. Произвольными движениями аккуратненько прячем этот хвостик. Вот, готово. Самый краешек отрежу. Теперь снова на лицевую переворачиваем вязание и будем другой край соединять. Также сначала вставляем крючок. Забираем ниточку. Вот, соединили вязание. И на изнаночной стороне, вот эта лицевая, это изнаночная. На изнаночной стороне делаем узелок, чтобы точно ничего не распустилось.
Вот узелок готов. Затягиваем его и прячем хвостик нити на изнаночной стороне. Отрезаем хвостик. Готово. В левом углу экрана появилась схемка, по которой будем соединять детали. Берем вторую детальку и аккуратно, согласно схеме, не торопясь, просовываем ее между сторонами первой детальки. Когда получится как на рисунке, можно соединить вторую детальку. За кадром я эту детальку соединила, связала, спрятала кончики нити. Теперь берем третью детальку и тоже согласно схеме, на схеме это розовая линия, просовываем эту детальку между уже скрепленными. Вот, аккуратно их просунули. Теперь третью детальку соединяем и прячем кончики нити. Берем четвертую детальку. На схеме четвертая деталь ярко-розового цвета. Вот таким увлекательным способом, почти головоломкой, соединяем их. Соединяем, прячем кончики нити, и получается завершенная работа. Спасибо, что вязали вместе со мной. До новых встреч!